Вот оно, доброе утро. Я проснулся в 12 часов. Сейчас буду готовить завтрак. Спалось сначала немножко прохладно, я что-то слишком недооценил обстановку и снял всю одежду. Потом чуть пододелся, и было нормально. Вот сейчас. Кстати, уже поставил солнечную панель заряжать. Хотя у меня пауэрбанк почти полный. Но все равно, пока есть солнце, такое правило, что нужно заряжать. Сейчас попробуем приготовить завтрак. Вот он мой вчерашний бензин, который я купил. Кстати, в разных странах он по-разному. Я надеюсь, здесь будет хороший, потому что вообще все говорят, что в бензиновую горелку нужно заливать керосин. Ну или в России говорят бензин галоши. Но я заливаю обычный, потому что я заливал туда керосин в Панаме. Он так ужасно горел, коптил, забивал и все такое. Вот. И я купил обычный 95-й или там 92-й. Там в Панаме, там, точнее в Колумбии, когда мы были, он по-другому там назывался. Вот. И он отлично горел. Конечно, нужно хорошо накачать. Но сейчас я расскажу. А бензиновую горелку я выбрал еще потому, и сейчас не жалею, попользовавшись ей, что я выбрал именно ее, потому что она очень универсальная. И бензин можно купить везде. Даже вот, например, если я иду на 2 дня куда-то и хочу готовить на горелке, то я смогу найти бензин, купить его. Вот эту бутылку я купил за 30 рублей, ну, за 50 центов. То есть это вообще ничего. А газ нужно покупать полный баллон. И неважно, это расходует весь или нет. А бензин можно просто утилизировать и все. Что оно не накручивается. Вот. Накручиваем шланг, отводящий топливо. Чуть-чуть его подтягиваем. Прям чуть-чуть. А то иногда она пропрыскивает. Горелка у меня называется БРС. Небольшая. И, кстати, когда в Колумбии путешествовал, тоже много путешественников видел, которые вот с такими бензиновыми горелками. Хотя вот эта горелка может работать и на газу, и на спирту. Эту кастрюлю я купил на Алиэкспрессе, наверное, 2 года назад. Вот такой сковородкой. И вполне им доволен. Но нужно, конечно, еще кружку мне. Потому что, например, заваривать кофе, вот я не знаю, в этой заваривать кофе или здесь делать кашу, а там делать кофе. Потому что если кофе делаешь здесь, эта штука холодная, и кофе сразу остывает, и его нужно быстро пить, а хочется его пить вместе с кашей. Поэтому нужна еще кружка тоже желательно металлическая. Вот, но кружку таскать, это как бы с этим складывается, она придерживает, потому что к ним идет вот такой чехольчик, и он все стягивает, и они все вместе хорошо сидят. Вот мне мама кашу передала. Сейчас будем тестировать с чернотой. Я сразу 2 заварю. И за ужин, и за завтрак. Начал в пакетике рыться. Маме, ну там еще молоко такое сгущенное. Офигеть. Сейчас заправим кашу и кофе. Вот в таких турецких просторах. Как его сделать? Опа. Вот такая вот сгущенная красота. Горелка, кстати, разгорелась, и по всему клубу горит вот таким синим пламенем. Ровно. Вот так она работает на максимальной мощности и тратит минимальное количество бензина. Так, ну вот и все, вода закипела. Мы просто убавляем газ и ждем, пока все топливо из трубки и все, что там осталось, выгорит, чтобы оно не капало никуда. И уже готовимся заваривать чай и вот такой кофе я в отеле делал. И сейчас, ну там еще долго выгорать. Пусть выгорит. У меня воды много,
Единственный, конечно, минус этой горелки, что она очень сильно греет. И иногда, например, если макароны варите, вот, не видно, но на дне есть пригарки. Ну ничего, вот она потухла, можно, кстати, все на том самом. Вон там все подгорело. Но это мы в горах были, там все очень долго кипело, поэтому мы открывали на пробу. Я люблю кашу пожиже. Вот. А ложки-то у меня... Ага, ложку я купил себе, кстати, в Декатлоне, вот такую раскладную. Нормально. Конечно, она иногда разваливается. Кстати, если хотите узнать вообще все, что у меня лежит в рюкзаке, переходите по подсказке. Там будет ссылка на видео, где я делаю полный обзор всего своего снаряжения. А еще есть обзор моего снаряжения на велопоход, потому что я проехал 5000 километров по Латинской Америке. И там тоже у меня был большой рюкзак велосипедный, что там, я тоже рассказывал. А сейчас будем завтракать. И каштан у меня один остался вчера, который я покупал жареный. Ну, такой завтрак. И утро просто суперское вообще получается. Ой, так классно было спать. Такая есть тишина. Только мыши пищали. Тут кругом вот мышиные норы. Тут, вон там. Ой, вокруг все палатки. И они... Хорошо, хоть они не прогрызли меня и уши мои не покусали. Вот и все. Прощаемое место, в котором я провел отличные несколько часов. Сейчас пойду чуть-чуть еще попью. Ой, там какая-то машина стоит. Ну и ладно, значит, не попью, а пойду туда прямиком на дорогу. Лишние вопросы мне не нужны. Здесь такой овраг. Я спущусь и двинусь. В общем, план такой. Иду... В общем, город, в который я планировал, перед ним еще один город, чуть-чуть побольше. Вот можно пойти там вот через поля, прямиком в тот город, а можно пройти через город номер 1. И там тоже есть интересные места. Еще там должен быть магазин продуктовый, в котором мне нужно купить бутылку, чтобы можно было наливать воду, и еды на вечер. Вот. То, чего там мне не хватало. И, скорее всего, то место, где я буду ночевать, возможно, мне так уже не повезет, и там не будет воды, поэтому нужно купить бутылку с водой и набрать воды. Вот. Так, иду вдоль дороги. Ну, как-то вообще пусто. Особо никого нет. И мне это очень нравится. Так, есть люди, чтобы понятно было, что я не совсем далеко от цивилизации. Рюкзак просто очень легкий. Я достал все ненужное, такое как ноутбук, какие-то там дополнительные вещи, все по минималкам. И с таким легким рюкзаком, хоть и не кажется большим, очень легко идти. Вообще не возникает никаких сложностей. Так, ну все. Туда. И вот как называется этот город. Там, кстати, спереди уже какая-то вот скала виднеется. Довольно чисто, солнечно и безлюдно. Такие широкие улицы, а машин вообще почти нет. Хотя сегодня суббота, может быть, из-за этого. Хотя уже 3 дня. Не знаю. Вот здесь, конечно, не чисто. Но в целом намного чище, чем в предыдущих местах, где я был. Такие. Остановился заснять президента Турции на всех остановках уже. Не первый раз его вижу. Интересно. Вот здесь вот в синем оформлении. Интересно. Ой, так тут классно. Ну, конечно, дороги чуть попахивает бензином. В смысле, с выхлопными газами, а так очень все чисто. Воздух. Конная полиция.
Выглядит все аутентично. Супер. Здесь, кстати, останавливаются автобусы с туристами, и они уже ходят с фотоаппаратами, с модными прическами в дорогой одежде. Примерно вот так. Так, а мне нужно куда-то вон туда прямо. Здесь заканчивается дорога машинная, начинается дорога пешеходная. Здесь такой вид на мечеть. Мы идем куда-то сюда. Здесь уже начинаются сувениры, где-то здесь должен быть продуктовый магазин. Такой запах. Иду, думаю, что чем пахнет? Это виноград. Жмых виноградный, он так сушит. Не знаю, удобряют им, наверное. Это не очень, походу, плодородно. А я вот так закупился в магазине всяких разных прикольных вещей съедобных накупил. Вон, смотрите, какая машина. Похоже. Не, это Шкода. Но очень похоже на 8. А я, в общем, закупился и двигаюсь вот по таким прямо турецким улицам по Турции, как это ни странно. Куда-то в горы, в другой город. Здесь очень много туристов. Я встретил туристов из Мексики. Они увидели у меня флаг на рюкзаке и такие говорят: ты что, из Мексики? Ну, хоть немножко на испанском вспомнил, поговорил. Говорит: да, ты, наверное, в Канкуне был. И я такие: чего? 5000 километров на велосипеде? Я говорю: мне Мексика очень понравился. И вот я понял, почему я так сильно не паниковал, из-за того, что я вышел на один город раньше. Остановка, так сказать, потому что здесь, проснувшись утром совсем неподалеку и пройдя парочку километров, я оказался вот в таком замечательном месте. Какая-то скала. Как еще его называют, пещерный город. Это древний город, у которого глубокая история. Тут жили разные народы, и сначала одни приходили, турки, предшественники турков, потом одни других выгоняли. Но такая вот история, она вечная, не зависит от никаких конфликтов между народами. Как были здесь вот эти пещеры в этой скале, так они здесь и остались. И теперь вот этот маленький город живет этим. Приезжает сюда очень много туристов, их привозят сюда на автобусе посмотреть вот такие вот места. И все вот это на фоне голубого неба, вот такие желтые пейзажи, выглядит замечательно. Я очень рад, все-таки добрался, и то, что я могу просто вот так идти, где-то там спать, то, что мне не нужно беспокоиться, когда у меня там трансфер. Пещеры существуют не только там на вершине скал, но еще снизу, вот здесь. Но они заложены, мне кажется, чтобы туристы туда не залазили, чтобы ходили платить наверх. Там вот такой выход, мне кажется, либо под, как бы, как это называется, труба для дыма и вентиляции заодно. И вот здесь вот такие места. То есть вот тут вход был, всякие такие места для свечей, может быть. Вот. Здесь какие-то вот уже новоделы надстроены, а вот эти все скалы выглядят, ну, как бы аутентично, на который открывается вид отсюда. И вот это место называется Каппадокия. Здесь летают воздушные шары в этой долине. И я, сам того не желая, вышел на такой неплохой обзорочный пункт, как оказалось. Вот. И выглядит впечатляюще. Нужно теперь только выбрать место, где я хочу остановиться. Может там, может быть там. Ну вот этот город Геремет, в который я хотел ехать. Если я туда приехал на автобусе, я бы оттуда смотрел вот на это и думал, что, блин, почему бы я сюда? Проведя небольшую разведку на местности и поговорив с местным контингентом, я узнал то, что здесь на расстоянии 200 метров должен быть лагерь бесплатный. Ну как лагерь? Место под палатку. Кемпинг бесплатно. Вот, сейчас двинемся сюда. Я сходил в туалет, нашел бутылки, налил там воды. Вот. Можно жить вот так в пещере. Было бы круто. Здесь вот очень много пещер. И они вот так выглядят
заброшено. Ну, в общем, никакого кемпинга я не нашел. Тут дальше идет пещера, в которой, в общем, что-то с рюкзаком мне страшновато спускаться. После моих страшных скалолазаний по Колумбии одному чуть сорвешься и все. Вот, место для кемпинга я не нашел. Нашел замечательный вид. Просто я лучше даже ничего не мог подумать. Вот это вот я и представлял себе, когда у меня в голове было слово Каппадокия. Поэтому я решил, наверное, лягу спать вон там. Там похоже на ровное место. Я думаю, никто сюда не должен забрести. А если забредет, ну и чё, я там живу, в пещере. Из бродяги в пещерного человека, в общем. А что, у меня все есть. Тут, правда, обещает быть очень холодно, но я думаю, что если я на 4500 спал с всем этим снаряжением, то и здесь-то точно посплю. Вот. Поэтому буду наслаждаться вот этими прекрасными видами, сумасшедшими. Там еще уже встала луна, вдалеке виднеются такие большие горы разные, даже вот пики всякие. И буду готовить супчик, который я купил, смотреть на долину и наслаждаться путешествием. Ну вот так выглядит место. Здесь всякие, конечно, теги написаны. Ну, вот здесь есть ровное место под палатку. Здесь такой небольшой склон, блин, сюда еле залезешь. Тут даже ступенек нет. И вот здесь вот внутри тоже есть место, примерно размером под мою палатку. Там вот есть комната номер 2. Поэтому, если вы хотите в Каппадокию, пишите, я вам скину координаты. Если хотите сюда приехать. Неолит. Вот. Можно здесь поспать, а можно там. И с утра будет вот такой вид. И солнце должно где-то там вставать. По всем канонам. Да. Спонтанное путешествие. А я хотел просто, где он город этот там, просто туда вниз приехать и спать. И вот этой всей красоты я бы не увидел. Можно еще полезть вон там куда-нибудь, смотреть места. Там давно вот такая вот ответственная скала. Надеюсь, до завтра она доживет. Ну все, будем есть что-нибудь сейчас. Не, сейчас будем наслаждаться видами. Вау. Так, суп у меня уже сварился. К нему будет вот такая баночка небольшая тунца. Суп из пакетика грибной. О, выглядит симпатично. Воды у меня, конечно, маловато было. Но зато будет понаваристее. Нужно было, конечно, взять еще лепешек каких-нибудь турецких местных. С супчиком и с тунцом было бы круто скушать. Но я думаю, и так сейчас теплого супа. И после таких впечатлений в горах здорово. Прямо мясное мясо. Ой, чуть пролил жишки. Можно даже сейчас чай сделать, потому что закипела вода очень быстро. Хотя у меня воды осталось вот такая вот бутылочка и все. Поэтому, наверное, на завтра ее на кашу и на кофе хватит. И можно завтра также этим же путем выйти к тем туристическому месту и там налить воды в туалете или... Тут еще, кстати, много всяких источников, вот как вчера я был, и на карте много их отмечено. Некоторые, наверное, не работают, а может быть еще не все отмечены, поэтому я думаю, можно воды найти. И завтра уже двинусь туда, в долину. А сейчас нужно покушать супа и не пугаться лезть в эту пещеру и спать. Потому что там страшновато так. Еще такое эхо. День получился
очень запоминающий. Нужно еще завтра встать, посмотреть рассвет, который отсюда, я думаю, должен быть виден. Хотя бы свет, который будет рассветный, будет очень красиво освещать долину, и нельзя это пропустить. Уже, наверное, часов 7, и стемнело, может, даже еще раньше стемнело, вот, поэтому нужно сейчас еще чуть-чуть поваляться и уже ложиться спать, потому что, а что еще делать? А завтра, наоборот, встать пораньше и увидеть побольше. Потому что сегодня я хоть и до 12 спал, но всего поспал 6 часов, даже меньше. Вот. И надену сегодня побольше одежды, чтобы не замерзнуть. Я думаю, все будет хорошо с испанием. А сейчас еще чуть-чуть наслаждаюсь видом, и скоро должны появиться звезды. А так как здесь практически нет городов, ну там есть один небольшой, но он далеко, и свет, я думаю, от него не будет сильно проблем создавать для наблюдения за ночным небом. А звезды, я думаю, здесь будут красивые. Поэтому едим и наслаждаемся путешествием.